Приветствую всех подписчиков моего канала. Как обещал, сделал видео, подробное видео, как я превращаю сварочный инвертор в индукционную печь. Для начала посмотрим, что у этого сварщика внутри. Показывать, как снять крышку, я не буду. Но внутри этот инвертор достаточно хорошо скомпонован. У нас получается это регулятор тока. Тут у нас два светодиода по перегреву и по питанию, которые отражают. Два моста по питанию, диодных два моста, что заявлена мощность 8,2 киловатта. Это радиаторы ключей, мост. Здесь дальше мы смотрим, у нас с этой стороны трансформатор. Намотано все лицентратом, и первичка, и вторичка. Вот в таком виде хорошо все это продувается. Там вот видно еще радиатор моста. Ну, в принципе, как и у всех мостовых, вот этот диоды вот здесь стоят. Их мы будем выпаивать потом. Это 6 диодов. Что еще сказать? Вот это плата управления. И вот это вот микросхема 3846. Вот она частотозадающая. И на 9-ю ногу у нее подходит резистор, переменной которого мы сможем регулировать частоту. Места достаточно здесь, либо спереди, либо вот когда удалим вот диоды выпрямительные, в принципе на это место можно будет поставить конденсаторы. Вот, что еще сказать? Тут у нас, ну сейчас снимем вот эту защитную текстолитовую пластиночку. Вот, и я покажу, что там есть дальше. Все откручивается достаточно легко и особого труда не составит. Тут самое главное все делать аккуратно, чтобы не повредить никакие детали на плате. Вот что получилось. Все достаточно просто. Эта текстолитина закрывала воздушный поток, направляла через радиаторы. Вот этот радиатор диодов мы будем убирать. Он нам не нужен. Чтобы их выпаять, лучше сначала открутить радиатор, а затем уже выпаивать вот 6 этих диодов, чтобы хорошо прогреть. Вот это здесь радиаторы ключей вот сверху. Достаточно хорошие радиаторы. Транзисторы стоят 60В60, это приличные транзисторы. Ну а это мы уберем и сюда поставим конденсаторы. Вот, освободил плату от всего лишнего, чтобы не мешалось. Теперь будем выпаивать вот эти диоды выпрямительные, 6 штук. Для начала нужно их открутить от радиатора, иначе будет сложно выпаивать. Теплоотвод большой будет и сложно. Ну и быстренько откручиваем их от радиатора. Вот так все получилось. Теперь буду откручивать сам радиатор. Вот он на двух саморезах держится. Это все тоже сделать не сложно. После того, как снимем радиатор, уже будет достаточно легко выпаять эти 6 диодов с печатной платы. Но для этого нужно взять, конечно, мощнее паяльник, чтобы хорошо прогреть эти
3 ножки. И тогда он податливо все вымется. Радиатор достаточно массивный, можно использовать где-нибудь в других поделках. Он у нас останется. Вот эти диоды у нас здесь на плате. Так вот они выглядят припаяно. И вот рядом у них находятся два снабера. Это вот резистор и конденсатор. Их мы тоже будем выпаивать, они нам не нужны. Вот здесь вот мы видим еще 3 конденсатора по питанию. Вот. Ну и вот с этими диодами, вот это снаберы. Будем разбираться. Пока тут ничего сложного нет. Ну, теперь берем помощнее паяльник и начинаем постепенно выпаивать. Но делать это надо все аккуратно, чтобы было все красиво. Ну и вот так все это вот выглядит без диодов. Они нам не нужны. Ну и осталось выпаять еще парочку снабберов. Вот справа и слева. Ну и вот это тут уже нам ничего не мешает. Сюда мы потом поставим конденсатор. Вот. Ну пока так. Ну, продолжаем. Теперь быстренько выпаиваем парочку снаберов. Это вот резистор и конденсатор. Ну, в принципе, их можно было и оставить, но будут мешаться потом. Тут так все компактно, поэтому я обычно все это дело выпаиваю. Вот, чтобы не мешались. Я считаю, чего деталям зря пропадать. Пригодятся в каких-нибудь других поделках. Ну все, плату освободили от лишних деталей. Теперь что нам нужно сделать? Смотрим на плату. Так это все выглядит. Вот. Это ключи, это трансформатор тока, вот это красненький проводок, вот, и сам трансформатор. Вот эту вторичную обмотку, она тут 2 по 5 витков сделана. Вот. Можно выпаять, а можно просто перекусить и потом намотать два витка сразу двумя жилами. Этого будет достаточно. Вот так все выглядит без лишних деталей. Теперь займемся самим трансформатором. Вот у этого трансформатора вторичка запаяна в плату. Можно выпаять, а можно просто перекусить, поскольку тут еще смолой залито, и это держит сам трансформатор, не надо будет дополнительно крепить. Поэтому я решил все-таки перекусить вторичку, а вернее даже перепилить, так удобнее, там кусачками не подлезть. Вот подкладываю отвертку, чтобы не повредить первичку. Ну и аккуратненько пилочкой спиливаем
сначала одну жилу, ну и потом вторую. Самое главное все это сделать аккуратно, чтобы не повредить первичную обмотку трансформатора. Вот, перепилили обмотку. Значит, мы обмотка в инверторе, она со средней точки, вторичная обмотка. Так вот, мы перепиливали, среднюю точку не трогали, а спиливали, перекусывали, можно перекусить крайние концы этой обмотки, оставляя среднюю точку впаянную в плату. Вот сейчас вот сматываем эти два конца и потом уже этими двойной жилой намотаем два витка на этом кольце, вот витки подкачки. Так вот получается, сматываем. Жестковато, конечно, это люцентрат, что-то какой-то жестковатый, но ничего, и вполне нам хватит вот двумя жилами параллельно как бы вот, намотать два витка. Вот мотали еще чуть-чуть. Все надо делать, конечно, аккуратно, чтобы там плата елозит туда-сюда, чтобы ничего там не повредить, чтобы потом не искать причину поломки, почему не работает. Если все сделать аккуратно, то вот у меня в данном случае запустилось. Аналогичные вещи выпускаются, ну, буквально сразу. Ну вот отмотали, вот эту смотали вторичку, осталась вот впаянная вот здесь вот часть в плату, и мы мотаем двойной жилой в одну сторону, вот пробиваем туда эти две жилы. Главное, чтобы эти две жилы были максимально одинаковой длины, а иначе одна из жил будет греться больше другой. Теперь делаем виток вот снаружи, мы как бы продели один раз через середину, теперь и еще раз нужно продеть еще раз через середину. Вот. А то, что сверху получается, это разведем по кольцу равномерно с одной и с другой стороны. Вот. Так это будет наиболее удачно. Соответственно, тут как считать, непонятно. Либо это два витка, вот, потому что проходит через середину два раза, либо полтора, потому что два раза через середину и один раз сверху. Но этого вполне достаточно будет для подкачки и довольно компактно. Вот так вот должно это все выглядеть. Вот. Это на плате, а вот этот конец пойдет к конденсаторам. Вот. В принципе, все это очень аккуратно получается. Мы сейчас тут еще подумаем, как это все удобнее сделать. Тут, обрежем мы потом, когда уже будут блок конденсаторов, спаяем. Вот, а пока оставляем все вот так, эти длинные концы, потом уже по месту все это мы сделаем. Вот, ну и что еще у нас тут получается? Вот так оставляем,
чтобы не мешалось в сторонку, их отодвинем. Ну и теперь вот следующим этапом займемся платой управления. Вот она вот здесь вот сверху, вот эта вот отдельная платка, и вот это наша микросхема. При внимательном рассмотрении оказалось, что вторичка намотана люксентратом не медь, а это алюминий объединенный. Поэтому, в принципе, конечно, можно ее оставить, но лучше, конечно, заменить. Вот так выглядит платка управления. Вот микросхема 3846, и на 9-ю ногу идет резистор, который надо поменять. По маркировке это 432, это 4,3 килоома. Вот он здесь находится. Вот так вот он выглядит. Его будем выпаивать. Берем паяльник и аккуратненько выпаиваем этот резистор, чтобы не повредить печатную плату. Очень аккуратненько это надо сделать. Выпаивается все очень хорошо, ну, чтобы соседние детали не повредить. Выпаиваем, смотрим, чтобы это все, дорожка была чистая, там нигде ничего не контачило. Проверяем, чтобы нигде никуда не попало другие детали олова. Ну вот так получается. В качестве подстроечного я вот взял такой вот закрытого типа резистор, и к нему вдобавок, чтобы получилось 4,3 килоома, я еще добавлю это 2,8 килоома. Это уже будет постоянный. Вот, резистор вот припаяю последовательно все, и все это соберу. Вот так вот последовательно я припаиваю постоянный резистор к переменному. Получается, что максимальное сопротивление будет общее 4,3, ну как и было, значит, это останется частота рабочая, самая низкая частота. Если мы уменьшим резистор переменный, то у меня будет 2,8, это будет более высокая частота уже, и будет регулироваться от высокой к низкой. Обычно к резонансу лучше подводить это с высокой частоты в сторону низкой. Так надежнее, чтобы ничего не перегорело. Перед этим резистором подпаиваю гибкие проводки, и их я уже потом подпаяю на плату в то место, откуда мы выпаяли постоянный резистор. Вот. Резистор подготовили. Дальше будем его впаивать уже непосредственно на место выпаянного. Тут надо делать все предельно аккуратно, потому что на плате управления достаточно все плотненько напаяно, чтобы нигде случайно припоем не замазать. Соответственно, лучше
к этой платке зафиксировать вот эти гибкие провода, чтобы случайно потом не вырвать с платы после того, как припаяем. Вот. Ну, это я пока вот сюда ее закреплю. Вот. Это паять будет удобней. Вот, и никуда они не денутся. Ну и аккуратненько будем все это дело впаивать. Резистор впаяли. Вот так это все должно получиться. Самое главное, чтобы здесь все было аккуратно. Надо все хорошо проверить, посмотреть, чтобы нигде не капнули припоем случайно, чтобы потом не искать причину, если вдруг что-то не заработает. Ну и вот в более приближенном варианте выглядит это вот так. Вот вместо резистора мы впаяли переменный резистор. Вот так в итоге должно все это выглядеть. Вот этот переменный резистор на длинных проводках. Мы его потом уже в корпус будем вставлять. Ну и вот так. Ну, продолжаем. Для того, чтобы проверить, как регулируется у нас частота и все это работает, придется вставить его, эту плату, обратно в корпус, чтобы можно было все это дело подключить. Самое главное, внимательно тут теперь все вставить и прикрутить можно не основательно, потому что в процессе придется все равно еще раз вынимать из корпуса при доработке самого корпуса. Ну вот пока вот так вот все приворачиваем и потом временно наживляем все, чтобы можно было подключить к сети и осциллографом посмотреть, как изменяется частота у нас. Поэтому аккуратно, внимательно все проводки подсоединяем обратно. Не торопимся, проверяем все внимательно. И вот так должно у нас получиться. Дальше что мы делаем? Чуть-чуть в сторонку вот этот резистор. Пока не снимаем, который вот ток регулировал резистор. И подключаем, делаем один виток. Щупом можно прямо сделать. Один виток. Заодно замерим, какое напряжение на одном витке. И посмотрим, как меняется у нас частота. Сейчас аккуратно, чтобы ничего не коротнуть нигде. Подключим и померяем. Осциллограф подключил. Сейчас все подключаю. Забыл вот светодиодики воткнуть. Так. Ограничитель потока, токорегулирующий резистор должен стоять на минимуме на всякий случай. Ну и все. Включаем. Вроде все включил. Включаем сеть теперь и пробуем регулировать частоту и смотрим, что у нас на осциллографе.
Так. Все так, частота меняется плавно достаточно. Сейчас я вот потом камеру поставлю на осциллограф, покажу еще раз. Вот, так что все здесь все работает, частота меняется. Частота меняется плавно, получается, что от 45 килогерц и до 74. На одном витке у меня получается 11 с небольшим вольт, а пик-то-пик получается почти 23 вольта. Сейчас я покажу это все на осциллографе. Все, выключаю. Выключает, все пока работает нормально. Осциллограф подключил, смотрим теперь, что у нас тут на осциллографе видно. Показываю. Значит, вот включаю сейчас. Вот включили. Вот так выглядит частота у нас здесь 73. И вот низкая у нас получается где-то 45. Довольно плавно все это на одном витке. Значит, напряжение 11,5, а пик-то-пик получается 23 вольта. В принципе, если сделать два витка, то будет достаточно для раскачки, одного маловато будет 11 вольт. Надо порядка, чтобы было где-то от 18 до 25 вольт напряжение подкачки. Ну, пока все замечательно. Выключаем. Вот так это все выглядит. Все, работаем дальше. Немного подумал и решил все-таки немножко поднять частоту, чтобы было где-то от 47 до 77, вот так вот, помощнее будет. И переменный оставляю тот же, а вот постоянный, что последовательно я припаивал к переменным, я подпаял 2 килоома. У меня теперь получилось общее 3,5 килоома, а минимальное сопротивление 2 килоома. Я думаю, этого будет вполне достаточно. Теперь важный маленький нюанс. Для того, чтобы инвертор заработал в полную мощность, вот к этим двум резисторам, которые, делитель такой сделан, это 5 килоомные резисторы, через них зажигался Аптрон. Это замеряло выходное напряжение на инверторе, на сварочном. А поскольку мы диоды удалили, у нас это получилось отключенное. Для этого я делаю 5 витков, наводочку такую, и через диод запитываю этот делитель, соответственно, через этот делитель запитывается Аптрон. Диод лучше выбрать такой пошустрее. Напряжение там небольшое, где-то 43 вольта постоянно получается. И припаиваем, так как и было в самом инверторе, верхний резистор. На верхний резистор мы припаиваем диодик плюсом, а нижний припаиваем свободный конец, который 5 витков намотаем на этот трансформатор, и у нас получится такая развязочка. Мы при включении будет у нас зажжен этот Аптрон, который даст возможность уже выжать нормальную мощность нашей индукционной печи. Если этого не сделать, то там буквально 1 ампер максимум, и все, срабатывает защита. Это сделано в инверторе горячий старт, чтобы если когда залипнет электрод, напряжение упадет, Аптрон погаснет, и все, и нагрузка упадет.
Если Аптрон горит, то, соответственно, токи получаются такие, которые установлены вот токоограничительным резистором, который вот на инверторе вот впереди, которым мы регулируем ток. Вот. Ну и чтобы это вот нам реализовать в нашей печке, вот я делаю 5 витков, этого достаточно. Тоненького провода, там вообще миллиамперы, поэтому толщина не важна. И мощность диода тоже не важна. Главное, чтобы вот он был довольно шустрый. 80 кГц работал на такой частоте. Вот. И аккуратненько все это припаиваем. Вот. Получается, ну там по схеме понятно, где у нас резистор подходил к плюсовой дорожке, туда мы припаиваем диод плюсом, а где резистор был припаян к минусовой дорожке, туда мы вот свободный конец припаиваем. Такой полупериодный получается выпрямитель, но этого достаточно, чтобы запитать аптрон. И все после этого начинает работать нормально и нормальную мощность выдает. Аккуратно там запаиваем. Вот я к резистору припаиваю сразу одну ножку диода. Вот. Так, ну, удобнее, не мешается. Но диод какой был, у меня был он довольно мощный, но можно туда поставить и послабее. Диодик обычный, там, ну, миллиамперы идут. Поэтому это несущественно. Вот просто такой был под рукой, такой и поставил. Важно запитать аптрон. Реализовать можно, ну и по-другому можно, допустим, отдельным источником питания как-то это. Ну, я подумал, что проще будет сделать так, припаяв, намотав дополнительную обмоточку и вот припаяв диод. Вот так вот это будет все выглядеть. Вот к одному припаян прямо диод, а ко второму вот свободный конец. Здесь у меня 5 витков, 43 вольта постоянно выпрямленного получается. Ну, когда запаяли вот этот каптрону обмоточку, еще раз проверим, все включим, как частота меняется. Как я уже говорил, что я заменил вот этот подстрочный резистор на 1,5 килоома. Вот, и добавил к нему еще 2 килоома постоянный. Получилось у меня 3,5. Вот, это максимальное сопротивление, и минимальное будет 2. Соответственно, чуть-чуть повысим частоту работы, ну это мощность повысится как бы чуть-чуть. Вот, один виточек делаю, цепляю опять осциллограф к этому одному виточку и посмотрю, что по частоте у меня получится. Но думаю, что должно получиться все нормально, будет частота чуть повыше, так как у меня, я планирую делать, что будет работать где-то в районе там 55 килогерц, то вот лучше сделать так, частоты повыше. Вот, тут все подключил, трансформатор, все, тут посмотреть главное, чтобы нигде ничего не коротнуть случайно. И ну все, смотрим, как меняется частота. Вот так, частота меняется плавненько. Вот, получается, что мы будем подводить при работе от высокой к низкой. Соответственно, будет от 2 килоом меняться до 3,5.
в таком интервале. Соответственно, так, включили, смотрим, меняем. Ну вот, частота меняется, все нормально. У меня получилось, что частота меняется от 47 до 77. Все нормально. Ну, вот важно вот реализовать вот этот вот узелок, чтобы вот запитать оптрон. Вот про это надо не забывать. И аккуратненько все это сделать. Когда оптрон горит, тогда инвертор выдает максимальную мощность, какая выставлена на резисторе. Вот. Если оптрон не горит, то не дает инвертор получить максимальную мощность. Сразу ограничение резкое потоку происходит. Вот эти два резистора. Вот так вот я реализовал вот эту запитку оптрона. Ну, все вроде как нормально и не сложно. Все это дело сейчас работает. Вот этот мы потом ограничительный резистор уберем отсюда. И сюда поставим вот этот, который будет у нас менять частоту. Вот. А впоследствии вообще вот этот резистор, который ток ограничивает, выставим почти на максимум и заменю уже постоянным резистором его, а этот резистор пригодится и в других поделках. Уберем вот и заменю уже постоянным, когда уже все проверю окончательно. Теперь переходим к конденсаторам. Для индукционной печи я вот обычно ставлю вот такие конденсаторы. Значит, маркировка у них HW 224G 2000 вольт. Это 0,22 микрофарада в среднем. Там плюс-минус они, конечно, чуть отличаются. Я их вот 16 штук обычно беру и делаю из них блок. Но прежде чем вот паять блок, лучше, конечно, их все проверить, посмотреть. Редко, но бывает, что попадается бракованный, просто вот, чтобы потом не искать причину, почему там бывает просто закороченный. Вот такое бывало, мне попадался. Вот. Лучше все это дело проверить, а потом уже начинать, отличаются они 0,22, там 0,15, 0,22, 0,21, вот, в среднем 0,22 получается. И вот собираем это все в такой блочок. Вот, получается у меня 4 на 4 такой прямоугольник. Вот я делаю, значит, 8 штук вот так ножками в одну сторону. И второй такой же блочок. Тоже так паять удобнее будет. Ножками тоже вот в одну сторону. При пайке лучше делать, как можно короче ножки. Потому что ножки, они не медные, эти выводы у них. И просто будут греться. Токи большие. Должен быть хороший теплоотвод. Можно, значит, это потом запаять медными пластинами вот сверху и снизу, но лучше потолще такими, чтобы был нормальный теплоотвод. Но я просто вот есть трубка у меня шестерка, я просто вот припаяю трубку шестерку. Вот этот блочок весь станет как раз на место диодного моста, где вот был мост, мы удалили, он как раз туда поместится. И будет хорошо обдуваться, я думаю, что этого будет вполне достаточно. Теперь переходим к обмотке подкачки. Вот поскольку я выкинул лицензрат, который был, там вот родной, вторичку я смотал, алюминий решил не ставить. Вот у меня вот были такие остатки вот лицензрата, это 2,5 мм он в диаметре, но очень хороший лицензрат. У него порядка 600 жил там и по 0,07 аж. Ну вот я их так вот 6 штук вот сложу, будет достаточно мощно.
Вот, и удобно будет мотать, мне как раз хватит этого. Будет такая из 6 вот таких вот отдельных проводин по 2,5 миллиметра. Вот, сделаю обмоточку. Вот что у меня получилось. Значит, вот такой блок получился. Вот так вот я запаял, нижнюю подключил трубку, потому что померил место, конечно, там впритык. Вот это будет у меня, значит, пойдет на 2 витка подкачки, но это второй конец, который на выход. Вот такой вот блочок получился. Конечно, лучше сделать вот на медную пластину вот это соединение где-то миллиметровой толщины хотя бы. Там довольно плотно получается в инверторе и может просто не влезть. Ну, теперь нам предстоят небольшие слесарные работы. Вот этот вот корпус, вот, переднюю панель, надо, конечно, это все вырезать. Вот, и вот так вот мы вырежем ее, оставим только уголок. Потенциометр тут останется, и диоды, эти два я перенесу над вот над резистором. И вот переднюю панель я замерю вот такой текстолитовой пластиночкой. Она 2,5-3 вот так миллиметра толщиной. Насверлю в ней отверстие, чтобы продувалось все хорошо. Вот. Металлическую ни в коем случае нельзя оставлять, вот это все, вот панель, иначе это будет все очень греться. Потом вот у меня вот такой 10-амперный амперметр, вот, ну, дешевенький китайский, он переменник. Вот, по идее должно хватить его, он, значит, 10 ампер, и вот еще такая красненькая шкала, это там написано до 20 ампер, но он уже там не меряет, а как бы зашкал. Вот я его вот сюда врежу, вот в это место, здесь будет вот, заменю вот панельку вот текстолитом, вот как-то так получится, вот. А на место вот этого резистора я уже поставлю частотозадающий наш резистор. Вот так. Вот что у меня получилось. Значит, вот вырезал переднюю панель. Квадратная, очень все это удобно. Я болгарочкой все без проблем выпилил. Вот это отверстие просверлил для светодиода, который я вот сюда перенесу. Вот, значит, вот. Ну а сзади вот это отверстие уже было. Тут вентилятор стоял. Тут я ничего пока не трогаю. Такая конструкция получилась. Теперь по передней панели. Вот сделал вот такую переднюю панельку. Насверлил отверстие, это 8 диаметр, и 2 отверстия под сам крепеж. Толщина это текстолитин 3 мм. Вот для крепежа я вот взял такие фитинги обжимные для трубы десятка. Они очень удобные, латунные, я их вот всегда использую. И довольно хорошо они обжимают медную трубку, и ничего не течет, не подтекает, если делать охлаждение. Ну и соответственно все это крепится. Потом вот такие шайбы, чуть-чуть пришлось внутренний диаметр подточить, чтобы она наделась. Но это для укрепления, чтобы не вдавилась в текстолитину. И вот пара таких болтов еще, шляпку чуть-чуть тоже подточил, чтобы она вовнутрь могла туда поместиться. Сейчас покажу я, как это все будет монтироваться. Все это несложно, но вот этот сам крепеж, который от конденсаторов и уже вот к индуктору сюда, нужно все очень хорошо закрепить. Если будет плохо затянуто, то это место сразу начнет сильно разогреваться, поэтому вот к этому узлу надо много внимания тоже уделить. Вот так вот входит туда болтик, он потом будет все это дело контрить. Эта сторона, значит, сюда будет у меня индуктор подключен, а вот болтом это уже вовнутрь туда, в ту сторону. Вот так вот вставляешься, все это дело плотненько, ну и вот
той гайкой, которая затягивает трубку, затягиваю, все это притягиваю к текстолитине. Вот. У меня получается, ну и вторую точно так же я делаю. Все это несложно, но уже конструкция такая продуманная. Вот, точно так же делаю. Почему я вот по диагонали просверлил вот эти отверстия для крепежа? Ну это чтобы максимально удалить от металлического корпуса, иначе получается наводки и начинает корпус греться. Ну вот так выглядит вторая штучка, точно так же болтик туда. Вот, он этим болтом потом будет все контриться там изнутри, я покажу дальше. Вот. Такая вот конструкция для вот крепежа впоследствии индуктора. Вот заменяем вот переднюю металлическую панель вот на такую. Получается все очень компактно и не греется. Вот так это все выглядит. Ну, просто, может, как-то кто решит по-своему, но важно, чтобы это было латунь везде использовалась, иначе все будет сильно греться. Вот что в итоге получилось. Значит, вот эта вот передняя панелька вот сюда будет закреплена. Вот так вот по периметру. Вот болтиками четверка. Амперметр вот встанет вот сюда. Все очень так вот компактно получилось. Ну, в общем-то, и все. Ну, вентилятор встанет на свое родное место, где он и был. Вот. Ну, вот такая конструкция. Сейчас вот начнем собирать. Вот собирать я буду вот эту переднюю панель на болтике М4. Должно получиться вот так. Вот все закрепил. Амперметр, передняя панель. Вот так вот это выглядит изнутри. Если видно. Вот. Ну вот так. Корпус довольно прочный, так что все. Теперь будем собирать и пробовать. После того, как собрал и попробовал, вылезло еще несколько проблем. Вот пришлось выпиливать дно и заменять текстолитиной, потому что наводки пошли от конденсаторов, все плотно, очень близко к металлическим частям корпуса, и пришлось вот выпилить вот эту часть дна, чтобы не грелось. Ну вот так вот выглядит у меня вот это подключение все от конденсаторов, вот с 6 жилами лицентрата, и в трансформаторе там тоже получается, что блок подтянул стяжечкой к плате, как раз в отверстия, которыми крепились, радиатор крепился. Ну вот так получилось. Дальше вот смотрим, собираем, ставим вот эту текстолитину, она направляет поток. Ну, собираем, как было, восстанавливаем все. Будет продуваться хорошо, и конденсаторы тоже охлаждаться должны тоже замечательно. Тут все это прикручиваем, как было. Получится вот такой поток, и он будет нормально проходить и все это дело охлаждать. Дно, конечно, вот пришлось текстолитину поставить, иначе все это грелось. Ну, сейчас вот после пробы все вроде нормально. Вот так вот выглядит теперь все уже в сборе окончательно. Все подрезано. Вот здесь вот я разрезал тоже стоечку чуть-чуть, сделал зазорчик, потому что тут получилось как бы замкнутый виток. И тоже грелось. Пришлось вот разрезать. Вот такие вот всплывающие нюансы. Вот тут заменил, значит, я резистор переменный, который ток регулировал, на постоянную вот такую сборочку. Два резистора 900 Ом и 100 Ом вот со средним отводом. Ну, получилось, как будто это на максимуме стоит, чуть-чуть не доходя до максимума. Амперметр. Амперметр тоже там покажу. 10-амперный ставил, но он поплавился у меня, не потянул на 16 даже амперах, и я его перематывал.
Сейчас он у меня получился 20-амперный, там множим на 2 показателя. Я покажу, как переделать амперметр в отдельном видео, здесь не буду уже заморачиваться. Вот, теперь он нормально у меня все показывает, не греется. Просто китайские, конечно, подделки нужно все проверять. Вот это все закрепил, все жестко закрепились радиаторы ключей. Дно вот прикрутил текстолитовое, тоже все. Вот так вот креплю я. Передняя панель крепится М4 болтиками. Вот здесь вот, как я сказал, уже пришлось перепилить. Так что, ну вот, дальше все. Дно получилось такое. Можно, конечно, поаккуратнее было, если бы с самого начала знать, что будут наводки. Но следующее просто аккуратно вырезать сразу целиком дно. Вот что получилось в итоге. Корпус тоже пришлось чуть-чуть с двух сторон подрезать, ставить текстолитовые пластиночки вот справа и слева. Там наводки были от трансформатора и локально грелись места. Вот, и вот пришлось вот отпилить часть металлического и поставить текстолитовый. Вот в данном варианте уже я попробовал, все работает нормально, ничего, корпус не греется больше. Вот эта отводка на охлаждение, крестовинки стоят, ну все просто. Ну и в заключение покажу, как это все работает. Вот труба. Индуктор достаточно большой, я сделал под стикель, он 10 сантиметров в диаметре и 6 витков. Частота рабочая порядка тоже 50 килогерц. Вот, получается, что 25 ампер получилось по потреблению выдавить с этого инвертора. Вот. Но реально работает лучше где-то на 12-16 амперах. Во-первых, можно включить в бытовую розетку. Вот. Ну и этого вполне достаточно для разогрева и раскаливания стали. Вот. А так, если 20 ампер, это легко, и получается, что это 4,5 киловатта почти, но это достаточно. Ну вот так ничего не греется. Вот, конечно, лучше работать с тиглем, он постоянно включил и греет его. А металл все-таки в ходе нагрева меняет свои свойства, и приходится чуть-чуть подстраивать частоту, чтобы либо сильно не упало, либо не зашкалило. Вот. Ну а так все греется, ну следить надо просто. Ну и соответственно выключать и включать на максимальной частоте. Выворачиваем как бы в начало резистор, вот, и отключаем печку. Ну вот вроде и все. Получилось, конечно, длинновато, но старался максимально подробно все охватить. Поэтому, если будут вопросы, пишите, отвечу. Кто смотрит первый раз, подписывайтесь на мой канал. А так вот планирую сделать еще по типу слайд-шоу фотографии с комментариями. Более кратенько вот по переделке инвертора в индукционную печь. Так что всем пока. Смотрите, пишите, оставляйте отзывы.